Всем привет, это Эффект Призм. И сегодня я вам хочу показать, как сделать титры, на создание которых меня вдохновил фильм «Стражи Галактики. Часть 3». За основу идеи я взял их титры и доработал по-своему. И получилось вот что. Ну что же, давайте посмотрим, как это сделать. Поехали! Для создания данного эффекта нам понадобится пустая Fusion композиция. Добавляем ее Timeline и давайте сразу сделаем ее длиннее, так как стандартной длины нам наверняка не хватит. Пусть будет 10 секунд. И переходим во Fusion. Первое, что нам нужно, это добавить background. Можно сразу подключить его к Media Out. И также добавляем ноду Text+. Перетаскиваем ее выход к выходу ноды Background. Нода Merge у нас создастся автоматически. И так как я при создании данных титров вдохновился титрами из Стражей Галактики 3 части, давайте здесь напишем Galaxy Guardians. Давайте выберем шрифт, приближенный к тому, который был в фильме. Вот этот, мне кажется, похож. Так, теперь в параметре H-Anchor ставим правый, то есть это выравнивание по правому краю. Это важно, потому что мы будем изменять расстояние между буквами, и в данном случае этот параметр отвечает за точку отсчета. То есть вот таким образом у нас этот параметр будет по итогу меняться в нашей анимации. Итак, для начала давайте создадим отражение, которое будет находиться под этим текстом. Для этого выделяем ноду Text+, нажимаем Ctrl+C, дальше нажимаем в любом пустом месте рабочей области и нажимаем Ctrl-Shift-V. И таким образом у нас создается связанная копия. Что это значит? Это значит, что все параметры, которые будут изменяться в этой ноде, также будут изменяться и в этой. Ну и, естественно, наоборот. Далее. К Instance ноде надо нам подключить ноду Transform. В этой ноде Transform включим отражение по вертикали, то есть параметр Flip, и выбираем вот этот параметр. И выход ноды Transform также тянем к выходу ноды Merge 1, и у нас создается нода Merge 2. Как видите, у нас на данный момент текст скопирован. Теперь выбираем ноду Transform и подвигаем наше отражение ниже. Ну, примерно так. То есть вы смотрите так, как вам удобно. Можно даже немного размер поменять, сделать там, например, побольше отражения. Тут на ваше усмотрение. Я ставлю размер таким же, как и в оригинальном тексте. Теперь давайте сделаем небольшое искажение для именно отражения, чтобы оно было как будто бы либо в воде, либо в каком-то неровном стекле. Для этого нам понадобится нода Displace. Нажимаем Shift-пробел. Находим ноду Displace, подключаем ее после ноды Transform. И нам еще понадобится какая-то карта искажений. В данном случае нам хорошо подойдет нода Fast Noise. Давайте выведем ее в левый вьювер и немного настроим. Поменяем Scale и повысим контраст. Вот так. И подключим ее к зеленому входу ноды Displace. Как видите, у нас уже отражение искажено. Его можно донастроить, крутя разные ползунки ноды Fast Noise. Добейтесь того результата, который вам нравится. Я думаю, вот так. И давайте поднимем параметр SeedRate для того, чтобы при проигрывании нашей анимации у нас отражение двигалось. Так будет смотреться интереснее. Теперь давайте сделаем так, чтобы отражение к низу кадра немного затухало, для того, чтобы, как бы пропадало. Так будет смотреться, мне кажется, немного лучше. Для этого добавим ноду Rectangle, это прямоугольная маска, и подвинем ее так, чтобы ее нижняя грань пересекала примерно середину отраженного текста. И поднимем параметр Soft Edge. Пока результата не видно, давайте выход этой ноды подключим ко входу маски ноды Merge 2. И теперь мы видим вот такой эффект.
Пусть будет примерно так. Ну что же, а теперь давайте сделаем эффект появления нашего текста. Для эффекта появления нам понадобится еще одна прямоугольная маска. Давайте подключим ее ко входу маски ноды текст плюс, а также копии. Теперь нам нужно сделать так, чтобы нижняя грань маски была посередине между оригиналом и отражением. Ну, приблизительно посередине. Это всегда можно будет донастроить в любой момент. Вот так. Теперь переходим в нулевой кадр, выделяем ноду текст плюс, переходим во вкладку Layout в инспекторе и в параметр Center Y меняем его на такой, чтобы у нас не было видно текста вообще. Пусть будет 0,41. Ну и допустим к 15 кадру забыли поставить ключевой кадр. Не забывайте, в нулевом кадре ставим ключевой кадр напротив параметра Center. И переходим теперь в 15 и заново поднимаем наш текст. Он был на значении 0,5. Но опять же, вы всегда можете поднять выше, если в этом есть необходимость. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Отлично. Появляется текст и его отражение. Давайте сразу же в ноде текст плюс включим Motion Blur, для того, чтобы движения смотрелись естественнее и размывались при этом. Motion Blur также включится и для отражения, потому что это связанная копия. Видите? Уже включена и также имеет значение 4. Итак, у нас готово появление текста, у нас готово отражение, и теперь давайте создадим эффект исчезновения текста. Создавать эффект мы будем с помощью модификатора Follower. Я про него уже когда-то рассказывал на своем канале, но этот модификатор дает практически безграничные возможности, и, соответственно, рассказывать про него можно не единожды, и лишним это не будет. Итак, давайте активируем этот модификатор. Для этого нажмем правой кнопкой по полю ввода для ноды текст плюс и выберем Follower. Теперь переходим на вкладку Modifiers и давайте его настроим. В первую очередь давайте настроим порядок. Нам нужно слева направо. И очень важно, надо настроить параметр Delay. Без этого параметра этот модификатор в принципе не оказывает никакого видимого эффекта. Этот параметр отвечает за задержку анимации между символами либо словами, в зависимости от того, как вы настроите. Давайте пока поставим 2 кадра. Если нам понадобится изменить этот параметр, мы всегда его можем поменять, и при этом ничего у нас не поломается. Далее, давайте пойдем в Transform. Давайте начнем работать именно с анимацией исчезновения текста. Давайте перейдем, наверное, в 80-й кадр. И здесь поставим ключевой кадр напротив параметра Spacing, а также напротив параметра Rotation по оси Z. Смотрите, параметр Spacing отвечает за расстояние между символами. По умолчанию оно равно единице, и нам нужно, чтобы это значение уменьшалось по ходу анимации. Поэтому давайте перейдем в 85-й кадр и сделаем это значение меньше. Где-то в районе 0,5-0,6. Тут уже смотрите, чтобы вам нравилось. Когда мы сделаем, вы опять же всегда сможете это значение поменять. А для Z, для вращения по оси Z, где-то минус 120, может даже до 200 градусов можно менять. И перейдем еще во вкладку Shading, и здесь в 80-м кадре поставим ключевой кадр напротив параметра Opacity, а в 85-м кадре Opacity уберем в 0. И давайте посмотрим, что у нас получается на данный момент. Отлично, эффект в принципе готов. И сейчас я хочу вам показать бонусом, какие здесь есть вариации. Как минимум одна, на мой взгляд, есть очень интересная вариация. Давайте перейдем в модификатор Follower и в параметре Timing поменяем порядок на справа налево. И тогда смотрите, что у нас получится.
также, мне кажется, имеет право на существование. Если вам интересно, как доработать эти титры так, чтобы добавить в список стандартных титров в DaVinci, пишите об этом в комментарии, и я сниму об этом отдельный выпуск. Надеюсь, видео было вам полезным. Спасибо за просмотр. Всем пока.